Да, я вещи закинул. Багажник не нужен, нет? Нет, спасибо. Здравствуйте, у вас Батайский 3 гостиница. Холодно у вас. В машине? Нет, вообще в целом городе. Что-то я... А пристегнитесь? Да, А хотите, я вам подогрев включу? Да, можно. Если будет сильно жарко, вот сюда нажмите на кнопочку и попа отмерзнет. Короче, вы поняли. Вы меня поняли. Да. А вы погоду... А вы я так понял, не местная, да? Нет, я на выходные приехала. А откуда, если не секрет, что у вас за регион, где погода лучше, чем в Питере? Любой другой, кроме Питера, да? Если бы из Турции была, я бы вообще сказала, что в другой стране. Но я из Москвы. Ну, кстати, вот все равно, несмотря на это, да, вот разница вроде каких-то там 700 километров, да, там нет вот этого перепадов этих давлений жутких, этой влажности, да, просто ты даже зимой кошмарной, туда приезжаешь, низкого неба. тебе вообще нормально себя ощущаешь абсолютно. Да, просто жестко. Согласен. А вы, как-то у вас культурная программа или... Такая, ничего, что я там разговариваю? Ничего, нормально. Я как раз культурная сегодня или особо ни с кем не разговаривала, можно и поговорить. Культурная или бескультурная программа у вас? Планируется и такая, и такая. Вот это думаю, прямо... и погулять, и сходить куда-нибудь, и вечером тоже что-нибудь поделать, может, каких-то новых знакомств себя завести чуть-чуть. Немножко. На донышке, как говорила одна известная. Не настолько, чтобы... что-то, да, не очень хорошее. Я просто еще думаю, может, тут пару квартирок посмотреть, я присматриваю недвижимость. Ничего себе. Да, просто вот уже работа на 2 города, и мне как-то уже тяжеловато. Каждый раз эти гостиницы, каждый раз эти какие-то непонятные номера, мне каждый раз что-то не нравится. Я к ним подхожу, говорю, можно что-нибудь другое. Неудобно. Знаете, сейчас редко встретишь человека, кто покупает себе квартиру. А в связи с этим вопрос. Если неудобный, можете не отвечать. А у вас какой-то типа бизнес крутой, да? На всякий случай. Если прям по секрету, я в «Газпроме» работаю. Газ, нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ, нефть, газ. Видимо, понятнее, да, видимо, это единственная организация осталась, сотрудники которой съездят на выходные в другой крупный город, чтобы присмотреть себе квартиру. Понятно, в принципе, да. Кстати, вот где бы порекомендовали? Сейчас, секунду, я скажу. Я вспомнил историю про уборщицу с сумкой Биркин в «Газпроме». Помните ее? Да. То есть уборщица, у которой сперли сумку Биркин. В любом случае, все же друг друга знают. Я думаю, даже уборщица просто так туда не попадает. Да. То есть, я тоже по рекомендации попала, поэтому, да. Хорошая зарплата у уборщицы, что она, помимо того, что купила сумку Биркин, а второй момент, что она к ней так халатно относилась, что она везде валялась. Она везде валялась, и кто-то ее спер. А если я вспомню, в этой сумке Биркин еще было сколько-то десятков тысяч долларов, 30 что ли. Пару зарплат буквально оставила, ничего, еще заработает, поубирается. Я очень рад за вас. Вы такая красивая, и еще в «Газпроме» работаете. Вы просто завидная. Я не вижу кольца, но, видимо, невеста. Так что... Такие у меня только эти подарки. Только подарки. Да, не обручальные. А какой вопрос вы задали? Теперь вернемся к вам. Да, я хотела спросить, может, где-нибудь посоветовали бы мне какой-нибудь район? Я просто все время присутствую в Петербурге, в центре, как-то так. Смотрите. Я на набережной еще очень хотела, чтобы красиво за окном было. Да, хорошо. Просто... центр это все-таки такое себе. Во-первых, нету нового жилья, это все будет старый фонд. Он будет овер до хрена стоить. И транспортная развязка, наверное. С пробки, конечно. И плюс вы купите квартиру, которая не будет отвечать вашим запросам, да, потому что это все-таки, говорю, старый дом. Поэтому, если вы хотите набережной, нужно рассматривать что-то, около Приморский район, Крестовский остров, либо юго-запад, тоже он отстраивается очень неплохо. Какой-то очень красивый дом на Свердловской набережной, на Пискаревском, там что-то такое. Я не люблю те районы, но в принципе, да. Опять же, это все такая тоже, есть эмоциональная составляющая. Вы смотрите на квартиру и понимаете, ваша, не ваша, да, дом ваш, не ваш. С соседями нужно посмотреть, что за соседи, опять же, да. Как ты не посмотришь, что вы идут ко мне знакомиться? Нет, но...
Не знаю. Не придумал еще, как это сделать, но не знаю. Не, я просто знаю историю про плохих соседей, когда они тебя докучают. Но это, к сожалению, мне кажется, заранее не узнаешь. Да. Ну, как говорится, это лотерея в том числе. Ну, наверное, нужно все-таки смотреть, чтобы дом был такой, там, не знаю, не социальный. Не который раздавали бесплатно всяким барабашкам, чебурашкам, да. Поэтому как-то так. Ну, у вас обширная программа прям. Да. Ну, а я вот смотрю на вас и понимаю, что у вас проблем с новым знакомством не будет вообще никаких. Спасибо. Я прям вангую. Я прям поклясться могу. Вот, поэтому все. У нас здесь нельзя поворачивать, что-то я. Вы меня видите как? Во что вы меня очаровали прям немножко так, что я даже уже поехал. Не туда? Не в ту степь, да. Туда вроде можно поворачивать. Да, туда бы я сейчас повернул бы. И такой ля-ля-ля-ля-ля, и такие... Можно ваши права навсегда, пожалуйста? И все, и привет. Но у меня, кстати, нет прав. Потому что я женщина. Не получила. Думаю получить. Вот. Как раз, может, в Питере будет попроще мне. Все может быть. Все может быть. Скажите, вы завтра вообще как? Что у вас по планам? Работаете? Ну да, рабочий день. Ну что? Да хотите предложить мне в музей сходить, зоологический? Да я просто подумываю, в Эрмитаж. Я просто подумываю, мне бы вот, знаете, у нас с вами так отношения, и вот общение хорошо сложилось. Я думаю, может, вы бы мне как-то завтра немножко помогли, условно, вот там с 12, с часу дня. Мне будет просто покатать по городу, вот квартирки мои посмотреть, потом покушать, чтобы вы просто, наверное, знаете места. А я вот все время с этими картами, с этими таксистами немножко уже так устала. Вот. Я тоже таксист, как бы, с этими таксистами. Я-то тоже вроде как таксист. Неудобненько получилось. Ну ладно. Убить меня ты можешь, а вот оскорблять не смей. Я понимаю, что, может быть, я не похож там на классического таксиста, но как бы спасибо за... Просто каждый раз снова, каждый раз объяснять. Они мне говорят, где вас остановить, а я что знаю, где меня остановить. Блин, с этим проблем. Скажем так, вы действительно, красивая девушка, но у меня все-таки завтра рабочий день. Я все понимаю. Да. Я же в любом случае, я вам за это заплачу. Конечно. Вы же будете со мной весь день, условно, давайте предположим, там с 12 с часу, и мне нужно, часов на 10, на 12 у вас, там 30 тысяч. Хотелось бы верить. Сколько? 30 тысяч. Сделка совершена. Так быстро? Ну, поздравляю. Да. Да. Вы хорошая у вас должность, я могу сказать. У вас проблем с покупкой квартиры не возникнет. У вас не будет места для торга. Вы сразу назовете сумму и как бы уже сразу вам продадут. Вы, наверное, тут как бы весь день ездите, наверное, тоже нормально зарабатываете, конечно. Спасибо большое. То есть я произвожу впечатление неплохо зарабатывающего. Вроде не в рваном. Да, спасибо большое. Сейчас я чуть-чуть назад сдам. Вот у вас гостиница. Спасибо. Подождите, телефон запишите мой. Да, конечно, я уже все, у меня в глазах деньги посыпались тут, там. Ваша зарплата за год, как я их называю, конфетти. Нет, это мать, бумаги, вообще да? все, да, я думаю, ё-моё. 8911. Так, а зовут вас? Мы даже не познакомились. Да, меня Валерия. Евгений. Очень приятно. Меня Евгений зовут. Давайте тогда завтра... Во сколько вы сказали? 12 час, да? Давайте тогда в 10 утра созвонимся, подтвердимся. Чтобы я, вдруг у вас что-то поменяется. Чтобы я не ехал зря. Не, я думаю, не поменяется. В любом случае, завтра весь день мы с вами будем кататься. Сейчас давайте я это самое отъеду, а то там чуваку какому-то надо заехать. Зайдете с той стороны, ладно? Конечно. Просто я не... Главное, только сразу не езжайте, я вещи заберу. Не-не-не. Тут я останусь без единственного, потому что у меня есть. Я просто чемодан-то отправила сразу сюда. Я решила мы вас не оставим без вещей, господи, тем более такая работа. Вы знаете, вы очень приятная работа. Вы сама приятная, еще и денег платите. Мы завтра еще с вами покатаемся, пообщаемся. Обычно происходит наоборот. Обычно красивые девушки хотят, чтобы их закидывали деньгами, а тут напа. У нас, да, из Москвы у нас все по-другому. Да, дайте, я уже все, у вас безнал, да. Да, все, идем сейчас платиться. Все, тогда до завтра? Да, было очень приятно познакомиться. Да, мне тоже, Валерия, очень приятно. Вещички свои заберу. Очень красивая. Спасибо большое.
Мне вот А? туда, да? Вот туда. Да, вот сюда и за угол повернете. Ой, как я люблю таких клиентов. Конечно же, клиентов. Для меня они все равны. Будь то бабушка, будь то дедушка, будь то бабушка с дедушкой, будь то красивая девушка привлекательной внешности, кексуальная, раскидывающаяся деньгами и говорящая комплименты. Они все для меня абсолютно равны. Я в этом плане не избирателен. И вам тоже не советую. Если бабушка попросила вас бесплатно ее, страшненькая бабушка попросила бесплатно ее покатать весь день, надо соглашаться. Вот так вот. И не конючиться. Понятно, что хочется, чтобы красивая денег дала. Но с бабушками тоже нужно поступать по-тимуровски. Как Тимур и его команда. Мне просто вот повезло. Вот просто повезло. А будь тут бабушка некрасивая и бесплатно, конечно же, я бы тоже согласился. Согласился, в горло что-то попал. Кто работает в «Газпроме», друзья мои, напишите, пожалуйста. У вас там что, вместо обоев деньги наклеены, да, я так понимаю? У вас золотые перьевые ручки одноразовые, Паркер, который вы пописал и выбросил. Нет? Ну как, что у вас там происходит? Да, золотые унитазы. Очень интересно. Девушка прям вот... Не чувствую запах, у меня насморк. Болею до сих пор. Надо лечиться, чтобы завтра почувствовать ее запах. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке «Такси Хайп». Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи.